Выход Hades 2 в ранний доступ стал настолько большой неожиданностью для всех, что некоторые разработчики даже отодвинули выход своих проектов. Дескать, не хотим мы бороться за внимание игрока с таким-то конкурентом. И их можно понять. В первой Hades было прекрасно все. Визуальный стиль, разнообразная боевка, сюжет, который идеально вписывался в геймплейную репетативность. Успех оригинала позволил студии Supergiant нарушить свое правило – никогда не делать сиквелы. И как в случае с релизом первой части, Hades 2 сперва вышла в ранний доступ. И пошла сразу с козырей. Разработчики заявили, что контента в раннем доступе сиквела больше, чем в полной версии оригинала. И я провела в игре уже почти 30 часов, и могу сказать, что они не соврали. Количество наполнения игры для раннего доступа впечатляет, правда тут есть свои нюансы. Но давайте обо всем по порядку. Вы на StopGame.ru, и с вами Катерина Краснопольская, готовая в очередной раз отправиться в путешествие по подземному царству. И не только. Hades 2 — это прямое продолжение оригинала, и все узнаваемые элементы тут тоже на месте. Это по-прежнему динамичный роуглайт в сеттинге древнегреческой мифологии. Главный герой, словно феникс, возрождается после каждой смерти и каждый раз должен начинать свое путешествие заново, со стартовым здоровьем и базовыми атаками, ведь никакие дары богов между забегами не сохраняются. А зато сохраняются другие находки-ресурсы. Они позволяют накапливать прогресс, поэтому даже неудачный ран все равно продвигает игрока дальше. Но, как и первая Hades, сиквел — это не просто рогалик с прогрессией. В игре сделана ставка еще и на повествование. История и игровой процесс тесно связаны и делают прохождение целостным, а не состоящим из отдельных забегов. И если в оригинальной Hades мы играли за Загрея, сына Аида и Персефоны, который хотел выбраться из царства своего отца на поверхность, то в сиквеле все несколько иначе. Мы играем уже за Мелиною, сестру Загрея, и теперь мы не поднимаемся вверх из царства Аида, а наоборот спускаемся с поверхности вниз, чтобы одолеть нового врага, захватившего царство мертвых. Судьба нашей семьи неизвестна, но известен главный злодей – Титан Кронос, повелитель времени. Он отец богов – Зевса, Посейдона, Диметры, Геры, ну и, собственно, Аида, и, получается, дед нашей героини. В древнегреческой мифологии у Кроноса была очень насыщенная гастрономическими событиями жизнь. Он боялся, что дети его свергнут, и съедал их. Но однажды вместо сына Зевса жена подсунула ему камень. Титан не заметил подвоха, а потом Зевс вырос, возмужал и низвергнул отца, бывшего в те времена верховным божеством. Ну и вызволил братьев и сестер из его живота. И все зажили относительно счастливо, кроме Кроноса, которого посадили в Тартар. И вот по сюжету игры как-то ему удалось вырваться на свободу. Возможно, ему кто-то с этим помог. И все, Кронос тут же захватил подземное царство. Олимп тоже в опасности, и одна надежда на Мелиною, которую с детства готовили к борьбе с Титаном. Кстати, Мелиноя тоже взята из мифологии. Это хтоническая нимфа или богиня, приносящая ночные кошмары и безумие. Дочь Персефоны и Аида по мифам связана с Луной и Гекатой, богиней магии и колдовства, что тоже нашло отражение в игре. Наставница Мелинои — это как раз-таки колдунья Геката. Весь сюжет, как и раньше, подается в игре через озвученные диалоги и описание рассказчика, который тут никто иной, как Гомер. Схема все та же. Побегали, посражались, умерли, в кавычках, потому что мы богиня, поговорили со всеми в лагере, получили частичку информации, а потом опять в новый забег, где, кстати, тоже можно общаться с богами и не только. В своих похождениях мы встретим много знакомых по первой части лиц, но все эти лица будут перерисованы. Афродита стала еще горячее, Артемида, наоборот, будто в подростка превратилась. Холодная Диметра стала менее царственной, но более воинственной, что подчеркивает ее решимость спасти семью, потому что она мать Персефоны. А еще такая интересная деталь, что венок из листвы позади нее практически увял, но в целом старые товарищи вызывают радостную эмоцию узнавания, как будто и 4 лет не прошло. Не все боги из первой части осчастливили нас своим присутствием, но, кто знает, может, Дионис, Афина и Арес появятся позже, зато вместо них пришли другие – Аполлон, Гестия, Гера и Гефест, чья мифологическая хромота была обыграна инвалидным креслом. Если что, Гефеста с Олимпа сбросил сам Зевс, и кузнец таким образом покалечил обе ноги. Каждый из богов рад нам помочь и дать благословение, тут тоже все как в оригинале. Есть на выбор 3 дара, оставляем себе один, его можно прокачивать. Выпадает все случайно, и оттого каждый забег ощущается, если уж не по-новому, то со своей изюминкой уж точно. Добавьте сюда еще выбор оружия в количестве 5 штук, у каждого из которых еще и свои дополнительные стили прокачки есть,
и получите солидную такую вариативность. Забег с серебряным черепом, когда Милиноя стремительно рассекает по арене, уничтожая все вокруг, и ран с парными клинками, благословленными огненной Гестией, совершенно разные по геймплею и впечатлениям. Помимо богов нам встретятся и другие персонажи, дающие всякие бонусы, большинство из которых пока что выглядят либо как заглушки, либо как наброски. Я даже не знаю, что лучше – оставить фигуры в мантиях-балахонах, как в случае с Хароном или Нарциссом, или вот такие черновики. Вот в такие моменты ранний доступ прям чувствуется. У некоторых даров тоже отсутствует уникальный рисунок. Есть только буквы, позволяющие их различать. Такая же история и с безделушками, подарками от божественных друзей, которые дают неплохие бонусы при прохождении. Заглушки попадаются не только персонажно-предметные, но даже и в дизайне локаций. Но это буквально единичные случаи. Во всем остальном Hades 2 выглядит как достойная игра Supergiant. Стильная, яркая и эффектная. На момент раннего доступа доступно 6 биомов, то есть полноценных зон с кучей локаций и комнат в них. Помните слова разработчиков про большое количество контента? В оригинале было всего 4 биома, тут сразу 6, и не все из них находятся под землей, потому что наш путь будет идти не только вниз, но и вверх, к Олимпу. И для того, чтобы принцессе подземного мира находиться наверху, придется выполнить целый квест, колдовской квест, найти ингредиенты и смешать их в котле под нужное заклинание. Вообще очень многое в игре завязано на колдовской сути Милинои. Если в первой части хабом у нас был дом Аида, то здесь это лагерь на распутье. В нем собрались те, кто борется с Кроносом и им сочувствующие. Наставница Геката, хитроумный Одиссей, уязвленная тем, что выбрали нас, а не ее, Немезида, души всякие вроде пассивно-агрессивной Доры, спит Гипнос, старый приятель Загрея. Лагерь, конечно, не такое клевое место, как дом Аида, но тут тоже есть свои фишки вроде термальных источников, куда можно позвать друга, немного прокачав с ним отношения. В центре распутья стоит котел с заклинаниями. Тут он работает и как подрядчик у Аида, разблокируя при определенных условиях новые комнаты в данже, так и открывая какие-то геймплейные механики. Тот же подъем наверх к Олимпу, возможность специальных забегов с особой наградой, помощь в обнаружении ресурсов. И о них стоит поговорить отдельно. В игру добавили множество расходников. Это и разные виды металла, которые надо добывать киркой, а кирку еще предварительно скрафтить и взять с собой. И семена, которые в забегах ты выкапываешь лопатой, а в хабе сажаешь и ждешь, пока они по таймеру вырастут. И таймер тут на самом деле много где. В доставке от Харона, в готовке сложных субстанций на котле. Причем измеряется он не нашими минутами, а внутриигровым временем. Я еще не отошла от таймеров из другого раннего доступа. Кто смотрел обзор No Rest for the Wicked, тот поймет. А тут такая подстава от Supergiant. Пикантности ситуации добавляет, что в забег можно брать только один инструмент для фарма ресурсов. Либо лопата, либо кирка, либо удочка, тут как и в оригинале есть рыбалка, либо сосуд для сбора воли из душ, которая тоже важна для прокачки. И взяв с собой, например, лопату, ты не сможешь ни металл добыть, ни порыбачить. Зачем было делать такое ограничение, непонятно. Хотя на самом деле понятно. Для искусственного затягивания прохождения. С другой стороны, не скажу, что меня это как-то сильно напрягало. У меня никогда не было ранов чисто ради ресурсов. А собирание расходников по пути к Кроносу оставляет нашу богиню в плюсе даже при неудачном забеге. Со сбором ресурсов немного может помочь питомец. Кошка, например, умеет ловить рыбу, но быстро устает от этого дела. Это очень мило, и вообще добавление таких фамильяров – прикольная задумка, но именно в бою толку от них пока не особо много. Но зато сама возможность погладить кисулю или пожаловаться жабке на невзгоду уже звучит прелестно. Прокачивать можно не только мир, но и способности героини. У Загрея было зеркало, куда тратились ключи и тьма, а здесь вместо просто списка обилок целый расклад Таро. Карты надо сначала открыть, потратив на них одну местную валюту – прах, потом убедиться, что у Милинои хватает слотов под них, и место тоже можно расширять уже за другую валюту – волю. Некоторые карты требуют более редких ресурсов, которые падают за убийство боссов. А потом все эти Таро надо прокачивать еще одним видом ресурсов, благодаря чему появляется, например, не одно дополнительное воскрешение, а 2, а то и 3. По сравнению с оригинальной игрой, сиквел кажется уж очень перегруженным всеми этими ресурсами. Одно, другое, третье, четвертое, пятое. Благо, еще открывается все это постепенно, не вываливая на бедного игрока всю эту кучу малу. В эти моменты я вспоминаю, какие ресурсы были в оригинале. Тьма для способностей, ключи для оружия и способностей, драгоценные камни для улучшения дома у подрядчика и кровь Титана, одинаковая со всех боссов. Здесь же каждый босс дает свой ресурс. Циклоп овечью шерсть, Сцилла жемчужину, ну и так далее.
А еще по сравнению с оригинальной игрой чувствуется, что героиня сиквела девочка. Но вы только посмотрите, котики, садоводство, карты Таро, еще и смена нарядов у милейшей паучихи есть. И эти наряды дают дополнительную броню и обилку, пока одежда цела. Тоже еще одно нововведение. Но если серьезно, смена главного героя дает о себе знать прежде всего геймплейно. Мелиноя — колдунья, ее первое оружие — посох. Конечно, она может взять и медленный топор, но с ним она тоже не прекратит колдовать. У Мелиноя есть дополнительная шкала, которой не было у Загрея — шкала маны. И вот тут-то и начинается самая мякотка. Удерживая кнопку одного из 3 приемов, простой атаки, специальной атаки или сигила, этакой печати, замедляющей врагов, героиня применяет омега-вариант этих способностей, но он уже будет тратить ману. Так, например, посох имеет обычную атаку, которая просто дает стандартную комбинацию из нескольких ударов. Но если удержать кнопку атаки, чтобы зарядить ее, то Мелиноя выпустит мощный магический заряд перед и за собой. В одном из забегов мне еще выпал дар, который восстанавливал здоровье за каждого врага, убитого этим омега-лучом. Вкупе с восстанавливающейся маной сочетание просто смертельное для всего живого. Из ключевых изменений у Мелиноя еще появился бесконечный бег, которым при определенных благословениях можно дамажить врагов. А зато дэш, в отличие от первой части, откатывается дольше, и его уже не получится постоянно спамить. Отдельно хочется похвалить музыку Даррена Корба. А здесь есть и ремиксы первой части, которые как бальзам на душу, так и оригинальные композиции. Выделяется тут, конечно, Сцилла и ее сирены, один из боссов игры и по совместительству музыкальная группа. В оригинале была Эвредика, поющая NPC, а вот тут поющий персонаж — это злодейка. Она потрясающая. Во-первых, диалоги с ней, с этим ее обидчивым воркованием, ее джокеровский, уж простите, образ. Среди всех боссов Hades 2, каждый из которых на самом деле сделан круто, сильнее всех, наверное, запомнится именно Сцилла, даже спустя время. Во-вторых, это музыка Сциллы. На протяжении прохождения всего океанского биома песня играет где-то вдалеке, а потом уже полноценно раскрывается во время боя с боссом. И ее звучание меняется в зависимости от того, как происходит сражение. Я слышала 2 песни Сциллы, кто знает, может их еще больше, и каждая из них достойна попадания в плейлист, который я слушаю вне игры, как это было с музыкой из первой Hades и Транзистор. Говоря о ремиксах музыки, в принципе стоит сказать, что сиквел во многом отсылает к оригиналу, вплоть до мест в доме Аида, но все это стоит увидеть самому, как бы мне не хотелось побольше показать. Да, эффект новизны в сиквеле Hades страдает, но чем больше играешь, тем больше понимаешь, сколько всего нового в игру добавили ее создатели. А ведь это я еще не рассказала ни про лунную ульту с ее прокачкой, ни про стихии ударов, которые стакаются и дают дополнительные бонусы. Даже на стадии раннего доступа Hades 2 уже выглядит как полновесное продолжение. Но то тут, то там проскальзывают моменты недоделанности, но они настолько редки, что по большому счету не сильно-то и мешают погружению в дивный мир греческой мифологии. Глобально у игры еще нет концовки. Оба пути, вниз и наверх, все равно вернут Мелиною к распутью, даже после победы над боссами. Но это и понятно, у нас все-таки еще ранний доступ вообще-то. Разработчики говорят, что в нем игра точно пробудет весь этот год. В апдейте они добавят еще одно оружие и новый биом. Я так понимаю, в той части пути, что идет ввысь. Но даже сейчас в Hades 2 есть чем заняться на несколько десятков часов. Так что кто куда после обзора, а я обратно на распутье. Там еще надо отношения с Немезидой прокачать, пророчество доисполнять, аспекты у оружия пооткрывать.